В начале каждого года все инвесторы стараются привести свои криптопортфели в порядок. Для этого нужно проанализировать убытки, избавиться от тех монет, которые потеряли свой потенциал, и уже нет ни сил, ни денег, чтобы их усреднять. И, конечно, убыточные монеты нужно заменить более перспективными. Самый простой способ поиска таких монет – это просто в YouTube найти видео топ криптовалют. Но зачастую вам будут советовать один мусор, который находится далеко ниже сотни, а то и тысячи в общем рейтинге. Наш топ всегда оставался неизменным и состоит только из базовых проверенных монет, которые мы собирали еще в декабре и в начале осени. Советую посмотреть эти видео, ведь монеты из этих топов актуальны по сей день. Но чтобы в очередной раз не делать топ и рассказывать вам преимущества и плюсы различных токенов, мы решили сделать гораздо лучше. Сегодня мы расскажем вам о 4 монетах, которые будут на слуху у каждого в этом году. Ведь у этих монет должны произойти различные обновления, релизы, запуски проектов и так далее. А что может лучше влиять на рост крипты, если не хайп и обсуждение во всех новостях? Таким образом, после просмотра видео вы сможете принять решение, добавить эти монеты себе в портфель или зарабатывать на новостях с помощью трейдинга, чтобы на хайпе зафиксировать максимальную прибыль. Поэтому, если вы желаете заработать на предстоящих событиях, устраивайтесь поудобнее, смотрите ролик до конца и не забудьте перед просмотром поставить видео лайк, а также подписаться на канал. Благодаря вашим лайкам мы гораздо чаще будем выпускать видео такого формата, в которых будем вам рассказывать самые важные события из мира крипты. Всем приятного просмотра, давайте начинать! Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Конкретно сегодня мы разберем монеты, которые явно будут на слуху в 2023 году из-за предстоящих событий. И первую монету 100% будут обсуждать в ближайшие 3 месяца, ведь это эфир, который ожидает свое второе масштабное обновление после слияния под названием Шанхай. Мы добавляли эфир в наш декабрьский топ и делали это не зря. Более подробнее про Шанхай мы расскажем ближе до выхода обновления, а сейчас вкратце разберем, чего следует от него ждать и как это повлияет на цену эфира. После Шанхая должны произойти некоторые изменения, например, снижение платы за газ. Это может сделать эфириум потенциально быстрее и, естественно, дешевле для пользователей и разработчиков. Также будет повышение эффективности и хранения данных. Это сделают за счет удаления ненужного хэша и данных. Ну и самое интересное, на что обращают внимание все инвесторы, это возможность выводить застейканные эфиры. И если у команды Бутерина все пройдет хорошо, это обновление произойдет уже в марте. Но все инвесторы боятся одного, что все эфиры, которые выведут из стейкинга, начнут продавать, и цена начнет моментально лететь вниз. Эфириум действительно может оказаться под давлением со стороны продавцов. Даже если фонды и валидаторы, которые зарабатывают на стейкинге, решат оставить свои эфиры на кошельках, то розничные инвесторы явно захотят зафиксировать прибыль. Таким образом, все инвесторы могут запаниковать, подумав, что разблокировка монет станет катализатором для продажи. Но когда сеть Bacon Chain была запущена в 2020 году, эфириум торговался по цене $610. Сейчас его цена составляет выше $1200, хотя максимум был почти на уровне 5000. Поэтому с приближением Ethereum 2.0 долгосрочные инвесторы и фонды вряд ли будут активно продавать, ведь им лучше докупать монеты подешевле и зарабатывать на стейкинге, потому что теперь стейкинг будет разблокирован, и каждый сможет снимать свои монеты, когда захочет. Если посмотреть на график, то можно увидеть, как перед слиянием в конце августа цена эфира начала активно расти и показала 25% роста, но после слияния упала более чем на 30%. Вероятно, такая же картина будет в марте. Народ, как всегда, начнет покупать новости, а перед событием все начнут активно продавать. Тем не менее, у нас уже есть опыт со слиянием, поэтому в ближайшее время будем ждать, когда Бутерин объявит четкую дату обновления, чтобы на этом заработать. А следующую монету будут обсуждать не меньше, чем эфир, ведь это Litecoin. Кто смотрел наш декабрьский топ, знает, что мы советовали добавить эту монету себе в портфель. Ведь даже на таком суровом медвежьем рынке 2022 года Litecoin смог показать более 100% восстановления со своего дна в июне, чего нельзя сказать про биток. Так что же такого интересного ждет Litecoin, что должно как-то повлиять на его цену? А это халвинг. Халвинг лайткоина – это ключевое событие, когда вознаграждение майнеров за добытый блок сокращается вдвое, и такое происходит раз в 4 года. Главная цель халвинга – сохранить покупательную способность монеты. Это делается путем создания дефицита, то есть если общее количество монет составляет 84 миллиона, а сейчас доступно только 72, то каждый год новых монет на рынке будет появляться все меньше, а как мы знаем, дефицит – это лучший фактор, который влияет на рост цены. С момента запуска лайткоина в 2011 году произошло
произошло уже два халвинга. Первый был проведен в августе 2015 года. Тогда награда за блок была снижена до 25 лайткоинов, а второй провели в 2019 году, и майнеры уже стали получать 12,5 монет за добытый блок. Но если вы не майнер, для вас это особого значения не имеет. Самое главное, что же тогда было с ценой лайткоина? А я вам могу сказать, что все очень даже хорошо. Оба халвинга пришлись на медвежий рынок, но тем не менее в 2015 году, буквально за 3 месяца до халвинга, лайткоин начал рост и вырос с $1,5 до 10. Такая же картина наблюдалась и в 2019 году. Тогда цена вырвалась на 550% вверх за несколько месяцев до халвинга. Ценовой бум до халвинга ожидается также и в 2023 году, особенно во второй половине года, потому что халвинг запланирован на 3 августа. И на самом деле сезон халвинга уже начался. Специально для вас мы сделали вот такой график, на котором можно увидеть, какое движение было до и после халвинга. Невооруженным взглядом видно, что цена демонстрировала активный рост до обновления, а после него снижалась. И просто идентичная картина наблюдается прямо сейчас. Цена находится на своем локальном дне, что позволяет ей расти как минимум до 6 июня 2023 года к уровню 130 или даже $160, ну а после останется около 2 месяцев для снижения цены. Чтобы не потерять этот график и знать, когда лучше фиксировать прибыль, переходите в наш телеграм-канал Coin22 по ссылке в описании. Там мы публикуем очень много информации, актуальные события и новости, которые вы можете использовать для заработка. А насчет лайткоина обязательно обратите внимание на это событие. И если примете решение открывать лонговые сделки, то старайтесь фиксировать их хотя бы за месяц до халвинга, чтобы зафиксировать максимальный профит. А мы идем дальше. Следующая монета не такая фундаментальная, как лайткоин, ведь это Shiba Inu. Да, это мемкоин, в портфеле от него толку мало, но поскольку Shiba точно так же, как и Doge, любит пампиться на различных событиях, это также можно использовать для заработка. На данный момент у Shiba планируется запуск обновления Shibarium. Поскольку Shiba разработана на блокчейне Ethereum, то разработчики хотят частично перенести проект на свою новую сеть. А сама идея Shibarium состоит в том, чтобы выгрузить некоторые данные транзакций в отдельный блокчейн второго уровня, но при этом сохранить прямую связь с Ethereum. Четкой даты данного обновления нет, но исходя из твитов, которые опубликовали 5 января в официальном аккаунте Shiba, можно понять, что обновление уже не за горами, и скорее всего в ближайшие пару месяцев мы его увидим. Согласно официальному твиту, Shibarium подтвердил, что монета BON останется единственным токеном, который будет использоваться для оплаты комиссий в новой сети. И как только появилась эта информация, цена BON взлетела на 30%. Да и цена Shiba также не осталась в стороне, потому что с начала года она доходила до 10% вверх. И у нас все еще есть причины ждать рост. Например, данные CryptoQuant показали, что положительные настроения вокруг Shiba резко выросли после твита 5 января. Это значит, что сообщество все-таки ждет обновления и пытается влиять на цену. Также общее количество транзакций увеличилось на 2,7%, что довольно неплохо. И чистые депозиты Shiba на биржах были низкими по сравнению с последней неделей, что также хорошо, поскольку это указывает на меньшее давление со стороны продавцов. Предугадаю ваши комментарии о том, что 70% Shiba находится у китов, но тем не менее комьюнити любит активно реагировать на различные обновы и положительные новости, поэтому новое обновление может стать отличным трамплином для цены Shiba в первые месяцы года. Ну и последняя монета, которая будет на слуху, это ADA, у которой планируется аж 3 релиза в этом году. Во-первых, ожидается, что в первом квартале 2023 года в сети Cardano появится 2 стейблкоина. Первый централизованный стейблкоин USDA, который будет обеспечен долларом США, а другой стейблкоин называется DJade. Он будет алгоритмическим и сможет поддерживаться за счет смарт-контрактов Cardano. Помимо стейблкоинов, ADA ожидает обновление Hydra. Это обновление для масштабируемости второго уровня. Hydra должна повысить скорость транзакций за счет низкой задержки и высокой пропускной способности. И последнее событие для ADA является запуск Oracle, который позволяет соединять данные между различными смарт-контрактами и создавать пулы ликвидности между блокчейнами. Похожий Oracle запускали разработчики Chainlink, и это положительно отразилось на цене монеты, поэтому у Cardano, думаю, будет не хуже. ADA очень сильно пострадала от медвежьего рынка 2022 года, но тем не менее в 2023 году стартовала с активного роста и успела подняться на 15% вверх. Сейчас она находится на потенциальном дне, но данные обновления и релизы смогут подпитывать рост цены, тем более ADA входит в топ-10 блокчейнов по активности разработчиков. Вот такие самые громкие события ожидают нас в этом году, и при правильном подходе на них
можно будет заработать. Конечно, кроме этих событий будут еще много важных новостей, которыми мы будем делиться в нашем телеграм-канале. Так что подписывайтесь. Спасибо вам за просмотр, не забывайте ставить лайки и колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. А в комментариях можете задавать любые вопросы. Мы отвечаем на каждый. Как всегда, увидимся в следующем ролике. До скорых встреч!